Киевский художественный институт. 5 октября 1972 года после полудня студент-скульптор Евгений Орехов зашел в свою мастерскую и обнаружил на полу тело 20-летней натурщицы Виктории Панченко. Вокруг лежали разорванные эскизы, сброшенные и разбитые скульптуры. Прибывшие на место криминалисты определили, смерть наступила не больше 2 часов назад. Девушке пробили сонную артерию. Удар ножницами неглубокий, но точный. Опытный сыщик знал, разрыв сонной артерии не дает обильного кровотечения, а крови вокруг много и нехарактерные кровавые брызги. На ножницах нашли фрагмент отпечатка пальца, и криминалист показал Бучарду молоток скульптора с остатками крови. Разбитое окно и кровь на подоконнике давали первую версию преступления. Убийца проник внутрь, взобравшись по стене, и принялся все вокруг крушить, а девушка, скорее всего, оказалась не в то время и не в том месте. У натурщицы был свой ключ. Она открыла дверь, не подозревая, что внутри кто-то есть. На внешней стороне стены и на подоконнике отчетливые следы обуви 43-го размера. Рисунок на подошве был вполне узнаваем. Кеды 2 мяча. Спортивная обувь, украшенная резиновыми кружочками. Во внутреннем дворе института детектив допрашивал Евгения Орехова. Тот сразу заявил, убийство совершил его однокурсник Владимир Коржов. Парни не ладили, Коржов замкнутый, не компанейский, увлекается абстракционизмом. Это направление официальные власти не поддерживали, обвиняли художников в поклонении буржуазной культуре. Орехов надсмехался над Коржовым. Коржов обещал отомстить, вот и влез в мастерскую, а там нежелательный свидетель, натурщица. Орехов рассказал, что тихая, взаимная неприязнь недавно вылилась в драку. Преподаватель Можаев проводил с их курсом занятия во дворе своего дома. Орехов увидел работу Коржова и стал откровенно насмехаться. Говорил, что любой ребенок лучше слепит. Смял композицию. Завязалась драка, которую пытался остановить преподаватель. Уходя, Коржов сказал, что всех своих однокурсников ненавидит. Орехов догнал его и унизил еще больше. Обиженный студент ушел, угрожая. Об убитой Орехов сказал, что она непрофессиональная натурщица, студентка биологического факультета Киевского университета. Начинающий скульптор встретил ее в ботаническом саду. Познакомились. За небольшую плату уговорил девушку позировать. Отдал вторые ключи от мастерской. Сам Орехов 2 часа назад был на занятиях у преподавателя Можаева дома. Коржова там не было. Сыщикам пришло время встретиться со студентом Коржовым. Нужно было идти в художественный институт. По адресу Вознесенский спуск 20 в Киеве расположена Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры. Начиналось все в революционном 1917 году, когда амбициозные молодые художники решили открыть в городе учебное заведение по типу мюнхенских и парижских студий, где растили молодые таланты. В 1924 году заведение получило название «Художественный институт» и въехало в здание духовной семинарии, которую закрыли в связи с политикой борьбы с религией. В институте преподавали портретист Александр Мурашко, авангардист Казимир Малевич, театральный художник Федор Кричевский. Изюминкой обучения всегда считалось свободомыслие преподавателей и студентов и неформальность подходов в обучении. Занятия проходили не только в стенах института. Преподаватели приглашали студентов в свои мастерские и просто к себе домой. Студента Коржова детективы не нашли ни в институте, ни в студенческом общежитии. Похоже, парень скрывался на родине, в селе Зазимье под Киевом. Туда и отправили сыщики. На пороге увидели кеды 2 мяча. Похоже, это была та обувь, след от которой остался на подоконнике. Из дома вышла мать подозреваемого. Она и не пыталась скрывать, что сын дома. Свой приезд Владимир объяснил тем, что сильно поранил руку. Ни рисовать, ни лепить не может. Будет дома, пока рука не заживет. В это время послышался шум за домом. Детективы поняли, парень пытается скрыться. Своим дальнейшим поведением Владимир Коржов только усугубил ситуацию. Начал плакать и говорит, что убил не он, хотя ему еще никто не говорил об убийстве.
Убийство 20-летней девушки в мастерской студента-скульптора. Войдя в помещение, Евгений Орехов обнаружил свою натурщицу со смертельной раной ножницами в шею. Сыщикам молодой человек объяснил, что договаривался с Викторией о работе, но задержался на занятиях, которые преподаватель Можаев проводил во дворе своего дома. Орехов убежден, девушку убил его однокурсник Владимир Коржов. На днях между студентами произошла драка. Коржов обещал отомстить обидчику. Наверняка забрался в его мастерскую, чтобы уничтожить работы, застал невольную свидетельницу и убил ее. Дактилоскопическая экспертиза показала, отпечатки пальцев Владимира Коржова совпали с отпечатками, найденными на древке бучарды и на ножнице. Кровь на подоконнике по группе и резусу совпала с кровью задержанного студента-скульптора. Скос на подошве правого кеда не оставлял сомнения – это следы Коржова. Парень признавался, разбил окно, проник в мастерскую, тогда и порезал руку. На рану не обратил внимания, делал то, ради чего пришел. Стал разбивать скульптуры своего врага. Случайно бросил взгляд вниз и увидел девушку. Сразу кинулся к ней, думал, что жива. Когда понял, что ничем не поможет, скрылся, но девушку не убивал. Отпечатки на ножницах оставил случайно, взялся за них инстинктивно. Коржов не мог объяснить, почему не вызвал милицию. Испугался. Понимал, что если признается в разгроме мастерской, то не отвертится и от обвинения в убийстве. Студента заключили под стражу. В это время позвонила медицинский эксперт. Она ожидала приезда на опознание родителей убитой девушки. Сыщики вышли из морга озадаченные. В заключении медицинского эксперта говорилось, жертва была на 5-й неделе беременности. И главное, глубина раны не совпадала с длиной ножниц. Девушку убили узким длинным лезвием. Ножницы вставили в рану после смерти, чтобы запутать следствие. Вот потому детективов и удивила большая потеря крови. Размышляя по этому поводу, сыщики стали свидетелями конфликта между отцом и матерью убитой девушки. Отец обвинял мать в смерти дочери. Особенно странно звучали его слова «ты ее еще 2 недели назад похоронила». Сыщики приняли решение пригласить родителей на разговор под протокол. Родители рассказали, еще летом у их дочери состоялась помолвка с парнем из их родного села Ярославом Резуном. Свадьба была назначена на ноябрь, уже купили платье, договорились о застолье и музыкантах. И тут приехала Виктория и сообщила, что беременна и не от жениха. Мать тогда не сдержалась, накинулась на дочь с кулаками. Дочь опозорила их на все село. Виктория просила деньги, чтобы она могла избавиться от ребенка. Мать просто выгнала дочь из дома и остановила отца, который хотел ее вернуть. С тех пор родители ее не видели. Знал ли об измене жених, сказать не могли. Он учился в сельскохозяйственной академии здесь же, в Киеве. Парень самостоятельный, 23 года после армии. Необходимо было разыскать жениха. Убийство 20-летней девушки в мастерской студента-скульптора. Подозреваемый в преступлении Владимир Коржов категорически отрицает свою причастность. Психологический портрет парня и некоторые факты и улики подсказывают сыщикам, что убийство совершил не он. Родители девушки рассказывают, что у Виктории уже была назначена свадьба. Но неожиданно она приехала и призналась матери, что беременна не от жениха. Девушка просила у матери деньги, чтобы избавиться от ребенка. Мать грубо ей отказала. Предстояло выяснить, знал ли обо всем этом жених. Его комнату сыщикам показала комендант студенческого общежития. Парень проводил время в компании однокурсницы, о невесте и не думал. Ярослав заявил, что человек он свободный и может встречаться с кем хочет. На вопрос сыщиков, почему разладились отношения с Викторией, скрывать не стал. Она ему изменяла. Сказал, что ее нового парня он видел. Подозрения возникли несколько недель назад. Ярослав проследил. Девушка вошла в подъезд дома, а потом он увидел, как она появилась в окне и стала раздеваться перед чужим парнем. Сыщики стали говорить, что жених ошибся. Она подрабатывала натурщицей, но Ярослав ответил, что от работы не беременеют. Жених терпеливо ждал. Виктория вышла через несколько часов в сопровождении молодого человека. Перед расставанием они договорились о новой встрече и поцеловались. Последние сомнения Ярослава исчезли.
Получалось, Ярослав знал время и место, куда придет Виктория. Ему было за что девушке мстить, но молодой человек не понимал, к чему клонят сыщики. Новость об убийстве ошарашила его. Либо он искусно сыграл удивление, и Ярослав стал кричать, что он не убивал Викторию. Среди фотографий, которые лежали на столе, внимание сыщика привлек снимок, на котором Ярослав держал в руке длинный острый нож. Парень рассказал, это рабочий инструмент деда. Дед всю жизнь работал забойщиком скота. Подарил внуку. Ярослав этот подарок дальше родительского дома не выносил. И сейчас нож должен быть в селе, в доме родителей. Сыщики задержали Ярослава. Теперь появились вопросы к Евгению Орехову. Он скрыл, что у него с Викторией был роман. Преподаватель Можаев встретил сыщика любезно. Объяснил, что эффект от таких занятий гораздо выше, чем в душной аудитории. Студент Орехов в беседке рисовал портрет жены преподавателя Екатерины. По этому эскизу собирался делать скульптуру. Можаев забрал жену, чтобы сыщик мог поговорить с Ореховым наедине. Детектив заявил, что студенту придется объяснить, почему он скрыл любовную связь с убитой Викторией и ничего не сказал о ее беременности. Орехов был удивлен, он ничего не знал о беременности. Их близость была без всяких обязательств. Орехов утверждал, что никак не мог убить Викторию, потому что в момент ее смерти находился здесь. Его алиби подтвердил преподаватель. Сыщику нужны были еще свидетели. Но жена Можаева подтвердить алиби Орехова не могла. В это время она была на примерке у модистки. Детективу позвонила мать погибшей девушки. Разбирая сумку дочери, женщина наткнулась на странные записи. Сыщики отправились в село. Мать начала с того, что совсем ничего не знала о своей дочери. Среди заломленных страниц школьной тетради лежал маленький пакетик с коноплей и пачка презервативов. В своем дневнике девушка описывала приключения в каком-то загадочном месте, которое она называла «горшок». По этим записям образ жизни Виктории выглядел слишком свободным для консервативного советского общества. Но где это происходило и что такое горшок, никто не знал. Помог случай. Сыщик услышал, как его коллега по телефону сетовал на то, что опять в горшке какие-то неприятности. Оказалось, что молодой человек по фамилии Горшеньков в отсутствие родителей и дипломатов, которые работают за границей, устроил в своей квартире модный притон. Детективы решили сразу ехать туда. В квартире стоял запах конопли. Правоохранители уже прибыли на место. Горшок умолял не сообщать родителям, готов был дать взятку, чтобы замять ситуацию. Детектив сообщил, что они прибыли для расследования убийства. Молодой человек стал вести себя нагло. Решительные действия детектива его остудили. Горшок готов был ответить на все вопросы. Сразу признался, что узнает Викторию на фото. Клялся, что пришла она сюда по своей воле. Ей было любопытно. Вспомнил об одном конфликте. Одна девушка оказалась ее знакомой. Требовала, чтобы Виктория ушла и больше никогда здесь не появлялась. Виктория огрызалась. Попытка их примирить ни к чему не привела. О девушке Горшок мало что знал. Приходит редко, замужем. Муж, кажется, художник, при деньгах. Зовут Екатерина. Хотя представиться она могла любым именем. Здесь документы не проверяют. Из деталей сигареты через мундштук курит. Сыщик вспомнил, он видел жену одного художника, которая курила через мундштук, и преподаватель Можаев называл свою жену Екатериной. Встречались девушки в этой квартире несколько раз. Сыщик дал распоряжение задержать хозяина притона, после чего детективы направились за город, в дом преподавателя. Можаев не понимал, зачем сыщикам понадобилось говорить с его женой. Детектив обратил внимание на набор ножей, который и видел в прошлый свой приход. Одного ножа так и не доставало. Можаев ответил, что и сам искал этот нож. Удобный, узкий, с длинным лезвием. Он даже помнил день его пропажи. В тот день Екатерина ходила к модистке. Сыщики попросили адрес модистки, чтобы проверить информацию, и спросили, знает ли Екатерина Викторию Панченко. Молодая жена скульптора ответила отрицательно. Ее пришлось задержать. В своем кабинете сыщики устроили очную ставку Екатерины и ранее задержанного Горшенькова. Она знакомство отрицала, но Горшок сразу сказал, девушка бывала в его притоне. Детективы приняли решение провести обыск в доме Можаевых. Там нашли нож.
У рукоятки частицы запекшейся крови. Убийство 20-летней девушки в мастерской студента-скульптора. Следствие выясняет, у девушки был конфликт с молодой женой преподавателя скульптуры. Откуда они знакомы, неизвестно. Обе посещали молодежную компанию с очень свободными нравами. Сыщики уже не сомневаются, Викторию убила Екатерина. Но какой у нее был мотив? На следующем допросе Екатерине предъявили результаты всех экспертиз. Чистосердечное признание могло облегчить ее наказание. Екатерина во всем винила мужа. Можаев решил поручить своему студенту Орехову вылепить ее скульптуру с условием, что для фигуры ему будет позировать другая натурщица. Орехов нашел девушку с похожей фигурой. Во время одного сеанса Виктория увидела фотографию Екатерины, по ней узнала ее в горшке. Девушка не стала молчать. Она издевательски задала вопрос. Пожилой муж раздеваться перед студентом для скульптуры не разрешает, а ходить в притон разрешил. Екатерина решила проигнорировать ее слова, но Виктория пошла на шантаж, ей нужны были деньги. Виктория требовала 5000 рублей, огромные деньги, которых у Екатерины просто не было. Но девушка поставила условие: если жена скульптора не принесет их на следующий день, мужу все станет известно. Екатерина сказала мужу, что едет к модистке, пришла в мастерскую Орехова, чтобы уговорить Викторию подождать. Ждала ее внутри, протянула деньги, 1000 рублей. Больше так быстро достать не могла. Виктория условия менять не собиралась. Ждать не хотела. Екатерина предполагала, что так будет. Для этого и взяла нож. Она забрала конверт и воткнула в рану ножницы, чтобы убийство выглядело спонтанным. Надеялась, что обвинят студента Орехова, который отличался взрывным характером. Екатерина говорила, что Виктория сама виновата, лезла в чужую жизнь. За это преступление суд приговорил Екатерину к 14 годам лишения свободы. Преподаватель Можаев оформил развод еще до вынесения приговора.